От пациента: мне 34 года. Примерно с 15 лет начали уставать ноги, с каждым годом все больше. Потом продуло спину и началась ноющая, тянущая, полная боли и мучений жизнь. Вот уже на протяжении 8 лет пытаюсь что-то с этим сделать, но безуспешно. Куча диагнозов, куча врачей и простых, и крутых. Массажи, кинезиотерапия, ударно-волновая терапия, блокада КТ, контролируемый в L5-S1 спондилоартроз с обеих сторон, блокада в пятке с обеих сторон. Мануальная терапия, остеопат, растяжение, ЛФК, электротерапия. Разные врачи разных специальностей, каждый либо видит проблему по своему профилю, либо говорит, что я здоров. Психосоматика. Симптомы: сидения в крестце, иногда тянет ногу либо правую, либо левую. Онемения ног не бывает, зажатие седалищного нерва, стоя устают ноги сразу же, боль в подошве ног, в пятках как будто битой ударили, но с чувством онемения. Под коленными чашечками боль, жжение и чувство, усталость и боли, давления. При длительном стоянии больше 5 минут начинаю распределять вес с одной ноги на другую. Стоять на одной ноге, потом на другой, кажется, что на секундочку полегче становится. Остеопат сказал, что есть искривление таза, одна нога короче другой. Он мне выравнивал несколько раз. Я ходил около полугода в зал, с тренером занимался, лучше не стало. Когда жарко, то еще хуже. Спину иногда заклинивает, лежу по 3 дня, ставит уколы, чтобы ожить. Гнусь во все стороны, назад больно, сильно разгибаться. Когда тянет ногу, выпиваю кетонов, боль проходит. Мышцы крестового отдела аппаратом кордус разбиваю. Не помогает. Нужно понять, есть в спине проблемы. Если прощупывать L5-S1, то там пальцем нажимать больно. Значит, там что-то есть. Блокаду поставить может. Утром на ноги вставать больно. Шпор нет. Делал УЗИ нижних конечностей, вен и сосудов, все в норме. Консультативное заключение по представленным МР-томограммам пациента 33 лет. Дата исследования 1 мая 2022 года. Область исследования: пояснично-крестцовый отдел позвоночника. Сканирование в корональной плоскости не представлено, что затруднило трактовку результатов исследования. Поясничный лордоз сглажен. Выявляются МР-признаки дистрофических изменений в виде снижения интенсивности МР-сигнала от межпозвонковых дисков в сегментах L1-S1 на T2 и вследствие дегидратации пульпозных ядер дисков, со снижением их высоты, более выражено в сегменте L5-S1. МР-сигнал от тел позвонков однородный. Межпозвонковые диски поясничного отдела позвоночника циркулярно неравномерно выстоят за пределы тел позвонков, в том числе кзади. L1, L2 не смещен кзади. МР признаков компрессии спинных корешков не выявлено. Передне-задний размер спинномозгового канала на этом уровне 15 мм. L2, L3 не смещен кзади. МР признаков компрессии спинных корешков не выявлено. Передне-задний размер спинномозгового канала на этом уровне 14 мм. L3, L4 не смещен кзади. МР признаков компрессии спинных корешков не выявлено. Передне-задний размер спинномозгового канала на этом уровне 14 мм. L4, L5 дорсальная диффузная протрузия 2 мм с признаками компрессии переднего субарахноидального пространства и межпозвонковых отверстий. МР признаков компрессии спинных корешков не выявлено. Передне-задний размер спинномозгового канала на этом уровне 11 мм. L5-S1 левосторонняя фораминальная грыжа 4 мм. На фоне диффузной протрузии 2 мм с признаками компрессии нервных корешков слева, вызывая деформацию задней продольной связки, сужение переднего субарахноидального пространства и межпозвонковых отверстий. Передне-задний размер спинномозгового канала на этом уровне 12 мм. Задняя продольная и желтая связка неравномерно уплотнены. Эпиконус не изменен, корешки конского хвоста дифференцированы. Обращает на себя внимание левосторонняя переневральная киста, на уровне S2, размером 10 на 8 мм. Заключение: МР картина дегенеративно-дистрофических изменений поясничного отдела позвоночника, межпозвонковой грыжи, L5-S1, протрузии межпозвонкового диска, L4, L5. Рекомендована консультация невролога 6 января 2023 года. Доцент кафедры М.Н. Котов М.А. Заключение не является окончательным диагнозом и должно оцениваться лечащим врачом вместе с результатами других исследований и клиническими данными. Комментарий врача-рентгенолога: в целом, чего-то катастрофического с поясничным отделом нет. Есть грыжа в нижнем сегменте, она подавливает корешки слева, что может отдавать в левую ногу.
Также есть периневральная киста слева, она тоже может вызывать чувство неудобства слева. Нет сканирования в корональной плоскости, не оценить сколиотическую деформацию. По уму исследование надо переделать, в соответствии с общепринятыми стандартами.